Короче, как-то некрасиво получается. Что мне не нравится все это. Все будет огонь. Не надо печалиться. И все впереди. Надейся и жди. Шляпа шляпная просто. Просто шляпища. Шляпотень просто. О, да, насылать так еще надо уметь, конечно. Это, конечно, профессионально. Не каждый так сумеет поднасрать. Да. Какой ужас. Красивых точек явно не получается. Ужас. Такую бородавку насадил. Блин, а почему так? Ну, подачу топчик, эту проволоку. Смотрите, какую я шляпину нахерачил. Короче, надо учиться. Его, и она не приварилась еще. А как так-то? Охренеть, блин. Надо сейчас все это стачивать. Да. One day later. Ой-ой-ой, короче, получается пока что вот так нафаршмачить. Вот это просто профессиональные точки. Когда их спиливаешь, получается примерно вот так. Не знаю, надо, наверное, потренироваться, скорее всего. И я думаю, что не хочется мне вот так вот все сделать. Скорее всего, что я потренируюсь на чем-нибудь. Вот здесь, кстати, получились нормальные. Вот единственная получилась нормальная. Я не знаю, как у меня это вышло, но вот она единственная. Все остальные это просто какие-то наросты, коросты, хрен поймешь. Тут я мелким током пробовал варить, ни хера тоже не выходит. Здесь побольше поставил, тут опять поменьше, короче. Подваривал там, где не заварено до конца. В общем, сваркой надо, конечно, уметь пользоваться. Это не так просто, как кажется. Но в чем смысл? Смысл в том, что машина, вот она вся шевелится аж. Короче, держится все, в принципе, нормально. Вот эта штука. Вот я ее шатаю, пытаюсь оторвать даже. Но ни хера не выходит. Короче, сварка-то держит, но просто красоты здесь нету никакой абсолютно. К сожалению. Также вот здесь так выходит. Ожоги вот такие остаются. Это, конечно же, все будет зачищаться и краситься по этой стороне. Там точки я делал не под герметиком, но сильно тут ничего не прогорело, я бы сказал. Наверное, герметик этот я снимать не буду. Хотя там ожоги по-любому будут. Вот от этих тоже. Но тот герметоз я как-то не особо хочу снимать. В общем, что я думаю делать? Надо вот сейчас так завалю все и туда сразу эмелькой пролью. Потому что тут уже вариться не будет. И пока точки свежие, надо туда залить эмелькой. Пусть она вся протечется. Потом, когда она застынет, я все обезжирю. Ну, уберу ее полностью. Она останется только внутри. И тогда я здесь уже пройдусь еще раз кислотником по металлу. Вот поэтому промажу кисточкой, чтобы вот туда, в эти щелки, все залилось как следует. Кисточкой протыркаю. Прольюсь кислотником, ну и тогда уже
Опять же, так же, как я и эти красил места. Но, блин, вот тут такой вариант, то что придется, скорее всего, красить это все частями, так получается. Но вот здесь я до конца тоже не покрывал краской, просто грунт оставлен. И как бы, ну, здесь вроде не видно, да, где ржавые пятна были, что что-то лезет. Тут нет, тут просто мусор. А вот тут, где была хреновая такая ржавчина большая, здесь можно обратить внимание, что есть рыжие точки. То есть ржавчина все-таки полезла. Вердикт какой? Или же надо этот вюрт сразу закрывать. Ну, типа, просто когда им обрабатываешь, надо сразу грунт. И потом сразу этот грунт чем-то закрывать, чтобы туда не попадала влага. Потому что вот как здесь места, допустим, обработаны были, здесь все нормально держится. Вот. Тут потому что был вюртовский преобразователь, потом был грунт акриловый, и сразу я сверху краской залил, и как бы тут все нормально. Тут нет никаких очагов коррозии. Вроде бы ничего не начинается. Также и вот здесь, также и вот здесь. Здесь, кстати, очень мало этого. Здесь вот тут, кстати, да, была тоже большая коррозия. И тут как бы, ну, не лезет ничего, но тут нету краски, просто грунт. В общем, ситуация такая, что где-то он начинается. Нет, это грязь просто. Я думал, уже там тоже ржавчина полезла. Вот здесь ничего не лезет. Блин. Ну, на самом деле, странная вещь это вюрт этот. Вот тут, где я его наносил на открытый металл и оставил просто, да, можете обратить внимание, все равно вот начало все ржаветь. Видите? Но там, где была ржавчина, вроде бы не ржавеет. Вот видите, здесь начало все покрываться опять ржатой, а тут вроде как держит. И как вот это понимать? Это стояло где-то 2 недели. Даже больше, да, 3 недели где-то вот это стояло у меня. Просто открытое в гараже. Открытый металл. Я хотел посмотреть, что вообще будет происходить. Ну и как видите, я увидел, что происходит. Также я увидел, что вот это вот место начало опять цвести. Но я буду еще раз зачищать. Вот здесь. Все-таки не думаю, что буду вырезать. Оставлю, скорее всего, этот кусок. Слишком много сварки, так как я вижу, как у меня происходит процесс сварки. Вот такие точки появляются. И как-то мне не хочется тут слишком много варить. Надо по минимуму просто здесь сделать сварочные работы. Все это собрать и, блин, вообще кататься на ней надо, на этой машине, а не варить ее всю жизнь. Поэтому сделаю так. Я думаю, будет достойно. По крайней мере, лучше. Тут, помните, да, что было? Тут была просто дырка насквозь. Сейчас здесь хорошее железо. И это самое важное. Также и с этим элементом тоже его варить просто и все. Далее, что я буду делать? Вот сейчас я до конца это доварю. Пролью МЛ-кой, составом этим для скрытых пластей. И надо будет разобрать салон. Потому что надо снимать ковры. Так как я здесь буду варить, это может загореться, это не дай бог загорится. Видите, тут у меня уже начало гореть. Тут у меня пленкой была накрыта, я варил вот эти точки. Искры сюда упали и загорелось тут все. Ну хорошо, что тут клеенки было немного, я просто сорвал, успел сорвать, затушил в общем. Если бы начало гореть вот это, было бы очень все плачевно. Так что пока что еду домой отдыхать. Завтра мне на работу. И постепенно буду делать и показывать вам. One day later. Так, ну что, друзья, вот такая МЛ-ка. Не реклама, но, в общем, вот этой фирмы взял. Какая была, так и взял. Почему именно МЛ-ка? А все очень просто, потому что именно МЛ состав, он очень-очень жидкий. И он проникает именно туда, куда мне нужно. А нужно мне, чтобы, залив его сюда, он прошелся между металлами и останется внутри воск, который не даст гнить железу. Довариваю сейчас эти точки и проливаю все МЛ составом.
Подгибаю металл. Но вообще так, конечно, нежелательно делать, по кузову стучать. Мне тут ничего не остается. И в маске херово, и без маски херово, и хер его знает, как будет. Больше всего это раздражает, потому что место очень неудобное. Я не знаю, как я снизу вообще буду водить. Что за говно, а? Ой, вот это, конечно, да. Вот это, конечно, да. Более херовой ситуации я еще не встречал. Вот она. Маска говно. И сейчас там у вас рябит все, да? Это две лампы. Да что ж ты не реагируешь вовремя? Почему вот прицелишься и мимо попадаешь? Как такое может быть? Ёбаная херня. Насрал, так насрал. Не, так дело не пойдет. Ну что это за ублюдство, ну? Вот это просто божественная точка. Короче, буду учиться. Не, это херня полная. Да, бля, эта маска достала меня. Мразь, Калима. Вот так буду включать-выключать и просто вот так в руке держать. Надо только защитное стекло назад приделать. Вот это. Даже получилось. Ну, вот так и буду варить. Вот так берешь, ставишь. Так, руки, короче, отвлекся, не имеют просто. Получилось вот так. Здесь еще подваривал, но не стану уже зачищать, уже руки, блин, просто так сжимаешь и не имеет все. Отвлекся, короче. Тут все уже заточил, тут все заточил. Ну, в общем, плюс-минус неплохо получилось. Вот тут еще точечку поставлю. Вот такие мелкие, короче, подвариваю просто. Ну, вот и оставляю так вот. Такую капелечку. Короче, научился. Нужно ставить больше вольтажа. Больше вольтажа, и тогда все происходит нормально. Ну и 100 ампер. И тогда получается вот такие точки, провар идет хороший. Короче, здесь так. Вот здесь тоже пару точек поставлю, чтобы не было вот этих кратеров. Самое главное, видите, кратеры, вот их надо подваривать, чтобы вот так было. И так оставлю. Прицеливаюсь, закрываю глаза. Есть точка. Прицеливаюсь, закрываю глаза. Есть точка. Есть точка. Так, ладно, все, короче, лью ML-ку, потому что уже, блин, домой надо идти. Сейчас разберемся, как тут, что тут. Заливаю ML-ку, а потом она стоит ночь, а завтра прихожу, короче, зачищаю лишнее, убираю и тогда фигарю потом этим кислотным грунтом, короче. Такой канал. Опускаем вовнутрь.
Так, вот он снизу вылез. Нажимаю. Ай, сам весь обрылся. О, смотрите, он как вода. Ну, сейчас лишнее стечет. Так, хорошо. Вот это можно выбрать, интересно? Так, хорошо. Так. Короче, что-то налил. Ай, блядь, все под ногами, все раскидано, блядь. Ну вот видите, я его лью, а он туда затекает, короче. Вот, и он так течет, и там везде он пропитается. Наверное. Так, вот здесь тоже. Короче, все сейчас профыркиваю и все. Подключаюсь уже в следующем дне. Сегодня у меня нет настроения вам все досконально показывать. В общем-то, как вышло, так вышло. Я думаю, будет хорошо. One day later. Тут влаги нет, но он явно подгнил. Видите, липкий. Ну, видеть вы это не можете, но он липкий. Но воды нету. Это уже хорошо. Видно, что-то есть. Так, сейчас я выберу ее полностью. И покажу вам, что там происходит. Вот так тут все устроено. Сразу номера водопроводов. Вдруг кому-то нужны будут. Здесь, короче, вот так провода у нас расположены. Клипсы не закрыты. Или тут кто-то ползал, или на заводе не поставили до конца. Короче, это надо будет мне все, наверное, приподнять, разобрать, потому что мне ползти под провода вот туда. Но здесь, как бы, смотрите, пол живой внутри. И, блин, что-то мне кажется, что, может быть, я даже ничего не буду вырезать. Я там просто зачищу. Но это не точно, надо вот это еще снять. Как вот это снимается. И что это такое? Такой вот пенопластик.
В нем даже есть свой номер. Так, в сторону. А, ну там блоки. Понятно, там блоки. Короче, это надо будет тоже откручивать. Потому что варить мне как раз таки там. Как раз таки вот там варить. И это все надо освобождать. Видите, здесь какой поролон. Если его не убрать и начать варить, то он вспыхнет просто вмиг. Поэтому сейчас я здесь все буду разбирать. Я не буду вам показывать досконально, как это все разбирается. Тут все интуитивно можно будет понять. В принципе, сами видите, что ковер этот я здесь вот ничего не раскручивал. Бардачок все на месте. Видите, я здесь коврик просто вытянул отсюда. Его вот тут можно поддеть и аккуратненько начать так вытягивать. Так подгибаете и вытягиваете. В принципе, ничего сложного. И я нашел момент. Я помню, что я ездил, у меня вот в этом месте у меня что-то брякало постоянно. Я не мог понять, что-то там, что-то внутри. Такая вибрация. И я нашел, смотрите. Вот. И вот этот вот звук, вот этот, я не мог никак его найти. Ну и вот я его нашел. Надо будет снять. Опа, еще там шуруп какой-то упал, затерявшийся. В общем, что делать с этой изоляцией, я подумаю. Возможно, я ее не буду ломать, я ее приклею на герметик. Просто залью туда герметика и прижму. И она прилипнет к герметосу и будет держаться. Потому что убирать ее не хочется. Это как бы получается виброизоляция. Но когда она, отклеившись, она создает еще больше шума. Здесь, кстати, ничего нету. Никакой шумки, так скажем. Дырочка вокруг нашего гнезда. Вот, смотрите. Это мы будем лечить. Это мы по-любому будем лечить. Надо будет эту пробку выбрать. Зачистить, посмотреть, как там будет. Ну, здесь не... здесь тоже. Да здесь все отошло. Это тоже получается как шумка, не шумка. Она тоже брякает. Ясно, в общем. Будем посмотреть. Надо снять вот это. Так, я тут решил для истории заснять. У меня в оригинале идет здесь телефон. Тут такая трубка крепится. Отсюда он выходил, такая спираль, короче, и была к этому креплению приделана. И вот висела здесь такая херня. Короче, и она была такая вся разлохмаченная, провода эти были. Я ее обрезал, и какое-то время назад я просто спрятал ее. Вот она обрезана и так сделана, чтобы она там нигде не коротила. И сейчас я нашел вот это вот крепление, где все это держится. Смотрите, вообще такой LAN-выход просто, как для интернета. Вот. Я его вытянул. И на нем есть номер, кстати, на этом проводе. Вдруг кому-то это будет важно узнать. И вообще для истории я тоже себе вот это сохраню. Пусть это будет видео. Но непонятно, что здесь за цифра. Тут одна цифра есть. И не понимаю, что там. 0 там. Или не 0. Я его порвал. Блин. Судя по всему, там 0. Вот здесь такой штекер еще для антенки. Штекер я, наверное, этот тоже оставляю. Не буду его разъединять и выкидывать. Пусть вот этот штекер будет. Конечно, думаю, это вряд ли кому-то пригодится. В общем, вот такую фишку решил вам показать. И она тоже здесь так болталась. Вот так вот. Постоянно. Может, это и она гремела. Может, тогда это не в этом дело. Короче, вот эти все звуки лишние, посторонние, я буду устранять по мере сборки обратно. Пока что это делать, конечно же, не буду заморачиваться, но вот когда буду собирать все на место, вот эти все звуки барахчащие буду устранять. Возвращаемся сюда. В общем, скинул я этот щиток, он крепится на 3 винтах, на 3 гайках, точнее. Раз, два и 3. Вот здесь раз, два, 3.
там, и там. И, короче, здесь, смотрите, какая история. Вот эти провода, я не знаю, откуда они идут. Может быть, это из коробки. И, смотрите, масло. То есть они все в масле. И это очень плохо. Смотрите по проводам, когда шло. Аж до сюда. Видите, все в масле. В общем, надо узнавать, идут ли эти провода, скорее всего, идут в коробке передач. И тут все пропитано маслом. И именно поэтому вот здесь поролон, он такого цвета, и он сгнил, и он липкий. Именно потому, что отсюда идет масло. Поэтому, вот, смотрите, песок с маслом. Делаю видео, чтобы была картина, как это все установлено. Эту штуку тоже лучше сразу открыть. Пластик тут открывайте маленькую крышку, что провода уходят вот сюда. Все. Вот они там. В общем, что это за блок, я не знаю. За что он отвечает, напишите в комментариях, что это за блок. Я, честно говоря, не знаю. Блок коробки. Неужели он в этом месте? Короче, я не знаю, что это за блок. Да, но это все будет чиститься брейк-клинером, сушиться, и надо будет потом искать причину, откуда идет. Скорее всего, что из коробки. Печаль. Тут все провода в масле, смотрите. Короче, разбираю дальше. Вот так я все тут распетрушил. Что хочется сказать. Короче, вот этот бокс, который здесь был, может показаться, что его просто так не вытянешь. Ну, типа, вот он продолжается, туда уходит. Но на самом деле нет. Тут есть такой специально сделанный сгиб. Вот, видите, он как бы загибается так. Получается. Единственное, чтобы его снять, надо вот этот вот массовый провод открутить. Вот этих два. И тогда выбирать из них провода и постепенно загибать этот пластик вот сюда. Вот он, видите, свободно сейчас ходит. Там чуть-чуть тоже масло, но я там вымою. А самое интересное вот здесь со штекерами, с этими по проводам дошло прям, смотрите, до клеммы, да, но в сам блок не успела попасть. То есть сами клеммы сухие. И это очень хорошо. Возможно, такое дело, что я очень-очень вовремя сюда залез. Вот тут уже поперепачкал. Тут я просто, ну, пока она уже испачкалась. Но они все были сухие. Я их вытягивал, каждую смотрел по очереди. Все были сухие. Но вот больше всего масла. Здесь я все отцепил. Вот на этих клипсах были хомуты и провода эти держали. Здесь я все отцепил. Там не помню, сколько их было. Ну, тут видно, где они шли так изгибом таким. Вот там прям лужа масла. Все провода эти, конечно же, нужно мыть. Но пока что я их мыть не буду, пока не сниму вот эту хрень. Потому что она тоже вся пропитана маслом, смотрите. Там уж прилипшее все. И она прям в масле вся. И теперь я понял, откуда вот там, помните, с той стороны, когда я делал, я говорил, что там что-то странное, что-то желтое в этом самом силиконе. Ну, значит, там не ржавчина, значит, там вот это вот масло, оно пропиталось везде там. Может быть, это и спасло от коррозии, но очень странно. Но вот здесь, конечно же, ничего не спасло. Вот здесь в углу видно, что под силиконом, видите, вылезает. Буду смотреть, насколько толстый металл оставшись. И, скорее всего, что может быть, я даже не буду ничего вырезать, резать здесь и портить, потому что выглядит так, что лучше даже и не трогать. По идее, вот в этом месте, с той стороны снизу, приварено
Вот такая же шпилька, только вниз туда. И тут, как видите, железо хорошее. И гнить ему еще долго. Так что, скорее всего, что я там все зачищу очень тщательно. И возможно, что я сделаю, когда все зачищу, я наварю наверх на железо, в эти раковины, наварю вот так вот просто железом. Ну, типа полуавтоматом наварю такие полоски, дорожки и зашлифую потом. И получится, что я наращу толщину металла чуть-чуть. Здесь, конечно же, обгорит все. Скорее всего, будет место такое, ожог, так скажем. Но... подождите, это не это место, не тут шпилька. Вот шов, а та шпилька после шва, она вот здесь, значит, где-то. Ну, в общем, сейчас сниму вот эту херню. Будем смотреть. Там по-любому будет вот такая вот шумка еще. Ее придется отрывать, хочешь не хочешь, потому что если ее оставить, она загорится. Представьте, что было бы, если бы я начал просто варить. Это просто катастрофа. Я бы спалил эту машину 100%. Поэтому, если вдруг вы будете какие-то сварочные работы вести, посмотрите, сколько здесь поролона. Он просто прилегает к металлу. Обязательно все разбирайте. Обязательно. Что касательно блоков, тут еще снизу один есть, оказывается. Так, блин, перчатки все в масле теперь. Вот там еще один снизу, и написано на нем Siemens. Вот с таким номером. В общем, не знаю, что это за блоки. И если посмотреть сюда, видите, все сухо. То есть масла нет. И это очень хорошо. Важное включение. Вот эти вот клипсы, они, если что, можно их и выдрать, конечно, но они откручиваются гораздо проще, чем выдираются. Вот эту я пробовал. Вот эту я выкручивал. Смотрите, она осталась как новая. А вот эту я пытался вырвать. Хотя так тоже нормально осталось. Но я не вырвал, я ее все равно в итоге открутил. В общем, откручивайте их. Они вот на таких резьбовых соединениях. Так, у меня не очень радужные новости, потому что я зато и думаю, почему тут написано 6 кг? 6 кг, блин. Короче, эта херня, она идет цельная на весь перед. Поэтому и 6 кг. Она весит 6 кг. Так, что можно сделать? Приподнять ее, я думаю, можно, потому что вот она уходит вверх туда, короче. И можно забыть. Но здесь я все отсоединил, клипсы, которые держали. Под ней тут просто потоки масла. Смотрите, там лужи масла. Там прям капли, смотрите. Да, вот, смотрите. Я бы, может, и раскрутил, если бы мне было куда сложить. Но мне даже некуда складывать. У меня тут вон гаражик-то. Все занято. Пик. В общем, сейчас наталкиваю салфеток туда и иду отдыхать. Пусть она впитывается. Наверное, подключусь уже тогда. Покажу вам, когда уже будет все сухо и готово к сварке. Красное. Это же с коробки масло. Не знаю, видно как красное или как... Ну, я вижу как красное. Делаю вердикт, что это масло из коробки. Тебя весь день мучает воображаемая проблема. Вернись к реальной жизни, брат. Видишь чашку? Это реально моя любимая чашка. Ха! Вот, ее больше не существует, и я о ней даже думать забыл.